Почему гниют каркасные дома? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Почему гниет каркасный дом и как защитить его от капиллярной влаги? Почему каркасные дома быстро гниют? Строительство частных загородных домов по каркасной технологии – это хороший и, самое главное, бюджетный вариант максимально быстро обзавестись дешевым жильем за городом. По крайней мере, так считалось до того момента, пока не подорожали основные строительные материалы – пиломатериалы. Но сейчас не об этом, а о том, как и почему, используя эту популярную технологию, можно не только быстро построить дом, но и быстро потерять свое время, труд и деньги, вложенные в такое строительство. В России каркасная технология в чистом ее виде активно используется примерно с конца 80-х и начала 90-х годов. На наших просторах технология откровенно новая и до логического конца не отточенная, в отличие от канадской, она же американская, и скандинавской, она же финская технологий. Именно по этой причине очень часто возникают проблемы у тех, кто желает или уже построился по этой технологии. Ошибки при возведении каркасных домов – это очень частое явление. Получаются такие ошибки как по вине опытных, так и начинающих строителей. Уберечься от такого неправильного строительства, как показывает практика, очень тяжело, потому что частники и строительные компании строят без каких-либо правил. Ну а если и соблюдаются правила СНИП, строительные нормы и правила, то не все, а только их часть. Далее расскажу о том, как избежать самую главную и наиболее часто встречающуюся ошибку при строительстве каркасного дома. На самом деле ошибок и их последствий можно встретить много, но есть одна, которая обходится очень дорого, как в прямом, так и в переносном смысле. Это гниение каркаса каркасного дома. Каркас каркасного дома всегда скрыт под чистовой отделкой. Чтобы заметить такую ошибку, должно пройти некоторое время, примерно 3-5 лет, иногда более или менее. Далее эта ошибка скорее всего вылезет наружу, на внутреннюю отделку. Также стоит отметить, что очень продолжительное время может и вовсе ничего не происходить, особенно если дом используется только в теплое время года. Однако и в этой ситуации рано или поздно проблема себя покажет во всей красе. Очень часто можно встретить ситуации, когда вообще нет никаких симптомов, говорящих о том, что в стенах дома имеются пораженные плесенью или грибком доски. Обнаруживается это при каких-нибудь работах, связанных с перепланировкой или ремонтом. Каркасный дом гниет из-за сырости и влаги, которая скапливается в пироге стен, полов и крыши. Влага может проникать в стены изнутри дома, снаружи, или же вместе с сырой древесиной, использованной при строительстве. Гниль – это запущенная форма грибка и развитие сырости, иначе говоря, если бы в деревянном доме не появилась сырость, то развитие гнили не было бы возможным. Поэтому следует искать причину возникновения сырости. Сырость в деревянном доме может быть от множества причин. Итак, давайте рассмотрим, как сделать так, чтобы избежать неприятностей от поражения грибком и плесенью досок, используемых как во внешних, так и во внутренних стенах каркасного дома. Если вы начинаете строить дом сами или вам его строит строительная компания, следите за тем, чтобы каркас строился исключительно из сухой доски камерной сушки. Если денег на такую доску нет, то можно использовать доску естественной влажности, но тогда строить придется в два этапа. Первый этап – это возвести каркас дома под крышу, второй этап – это внутренняя отделка. Между этими этапами нужно обязательно выдержать паузу, достаточную для того, чтобы древесина естественной влажности просохла до 14-18%. Чтобы контролировать этот процесс, можно и нужно купить влагомер. Стоит нормальный влагомер для дерева от 1000 до 3000 рублей. Естественная влажность древесины отражает количество влаги в дереве на момент роста или после ее заготовки. Естественная влажность не нормируется и может составлять от 30 до 90%. По ГОСТу такая древесина считается влажной. Внимание! Вам могут предложить и скорее всего предложат строительство каркасного дома из доски естественной влажности под ключ. Такой вариант очень часто практикуется недобросовестными строителями, компаниями, которые хотят заработать на клиенте по полной программе. Именно при этом варианте чаще всего 99% начинается гниение досок в стенах, полах и устройства крыши, кровли. Происходит это из-за того, что сырая доска запирается в пленку. Такая технология по-другому никак нельзя.
Влага из сырой доски будет выходить исключительно в утеплитель, а из утеплителя будет выделяться концентрат, который будет провоцировать гниение и появление грибка и плесени, которые будут поражать и воздействовать на пиломатериал до тех пор, пока он полностью не разрушится. Если интересно посмотреть наглядно на этот процесс, как это происходит, то возьмите сырую доску естественной влажности, влажное полотенце и положите в полиэтиленовый пакет. Если вы подозреваете, что в стене вашего дома происходит что-то подозрительное, например, отделка на стене потемнела, поменяла свой цвет и появился неприятный сырой запах, то вам рекомендуется вскрыть такую стену. Понятно, что ломать стену не хочется, но это лучше сделать до того момента, пока еще можно что-то исправить и обойтись, так сказать, малой кровью. Не забывайте про то, что почти все стены каркасного дома являются в той или иной степени несущими, поэтому необходимо позаботиться о них как можно быстрее. Вскрывать стены стоит с обеих сторон и полностью разбирать имеющийся в них пирог. Доски, имеющие легкую степень поражения, можно обработать специальными отбеливателями для древесины. А вот доски, наглухо пораженные грибком и тому подобное, придется демонтировать и заменить на новые. Гниение элементов каркасного дома почти всегда начинается из-за отсутствия или недостаточности вентиляции. Каркасные дома можно и нужно подвергать профилактическим работам и осмотрам. К примеру, у родоначальников каркасной технологии принято раз в 7-10 лет менять утеплитель и осматривать силовой каркас на любые повреждения. Все дело в том, что как бы хорошо не были загерметизированы стены, а влага, мышки и прочая живность все равно проникают вглубь стен и наносят вред тепло- и звукопроницаемости дома. Поэтому время от времени просто необходимо проводить реконструкцию. Чтобы дом служил долго, нужно соблюдать технологические нормы строительства. Любое нарушение способно привести к ухудшению качественных характеристик строения и со временем сделать дом непригодным для проживания, а также уменьшить срок его эксплуатации. Главные правила. Запомните, чтобы ваш каркасный дом не сгнил через 5-10 лет, можно и нужно соблюдать 3 основных правила. Первое. Полностью сухие элементы каркасного дома. В доме должны быть использованы только сухие материалы. Не допускайте использования доски естественной влажности при строительстве под ключ. Под ключ – это полноценная внутренняя отделка. Второе. Герметичность дома изнутри. Используйте только качественные пленки. Уделяйте больше внимания на проклейку швов. Особенно важно соблюдать этот момент, когда дом строится для постоянного проживания круглый год. 3. Обеспечение влагопроницаемости снаружи. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Проверьте пленку, которую будете ставить на внешние стены. Это должна быть пленка для внешних стен. Как правильно все это устроить и сделать, вы можете найти в сети интернет. И, пожалуй, самое главное, не надо строить каркасный дом в нашем климате вообще. А если уж построили, то утепляйте его опилками, а не минеральной ватой. Минеральную вату вам придется менять через 7-10 лет, именно таков ее реальный срок службы. После 10 лет эта вата уже не греет, а только провоцирует гниение. Запомните, если мокрые опилки высохнут, то намокшая один раз каменная вата сразу потеряет свои свойства и уже никогда не сможет утеплять ваш дом правильно. По сути, каркасный дом – это большой сарай. Неужели вам хочется жить в сарае? Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.